Таксопарку Такси Хайп требуются водители на своих автомобилях для работы в Яндекс.Такси. С нас супер условия и, конечно же, большие заработки. Очень много водителей по всей России доверились нам, работают и вполне себе счастливы. Так что приходи в WhatsApp, ссылочка будет в описании. Удачи! Что за херня? Чего вы так долго едете? Я не пойму, а? Мне сейчас в НИИ надо. У меня там собрание. Ну, я ничего долго. Вы реально опоздали на канал Грибоедова вам? Да, на канал. Почему опоздал? Ну как, я ехал вообще на Я понимаю, что у вас, конечно, машина тут такая крутая, но я очень сильно опаздываю. У меня встреча с риэлтором. Зачем ты ко мне пришел? Говорят, вы самый лучший риэлтор в городе. Ну, я сейчас успеем. Что я могу сделать, если так? Такое дорожное движение, пробки, светофоры. Да какие пробки у вас здесь? У вас вообще весь город сегодня свободный. Ну как, здесь да, а там нет. Ну а я-то откуда знаю, откуда вы едете? Ну, а я-то как? Нет. Мне что сделать? Пора кончать с этой бодягой. На вертолете пересесть? Но я же тоже не могу. Ну поторопиться как минимум. Ну, да я и так тороплюсь, вот не поверите вопрос. мне. У меня Прям... сделка с риэлтором. И что Стояли, замерзли вас тут. Ну, реально сегодня погода, вон дождь идет, вообще невозможно находиться. Ну, я вижу, я понимаю, но мне что сделать? Если программа так работает, и так работает дорожное движение. Да знаю я, как программа ваша там работает. Что вы мне тут рассказываете? Просто у вас вроде как очень неплохой автомобиль. Так дело не в автомобиле, я же объясняю. Может, Светофоры, пробки. Ну и что, мне на красный свет лететь? А штраф вы мне оплатите? Ну если потребовалось. Я тебе зуб даю, бля, буду. Ну, я же не То есть знаю. я приехал и сказал, я приехал к вам быстрее на 2 минуты, Нет. с вас 3000 рублей за светофор? Как вы себе это Да, у вас представляете? тут все- Куда вы меня пошлете? У нас это где? Ну, у вас в Питере, ну, Стесняюсь спросить, откуда? с Дальнего Востока. Рожденный на Дальнем Востоке в пыли и смоге. Здесь только сильный выживает, помогают боги. Ну извините, я у вас на Дальнем Востоке Ну, не был и вот не я- знаю, как у вас там двигаются, я не знаю. Может быть, У нас двигаются гораздо оперативнее. может быть, крабов запрягают в повозке там и Крабов быстрее. запрягают. Ну вот видите, да. Ну, У нас да. такого нет. У нас все медленно. Это Санкт-Петербург. Как медленно? Депрессивная погода накладывает определенные условия даже на светофоры и дорожное движение. Вот видите, все плотно. Светофор. Мне что сделать? Ну вот вы знаете Владивостокское движение? Вы были в Владивостоке? Вы знаете, как там машины двигаются? Там многие, понятия. кто приезжает с регионов, они говорят, как вы вообще тут перемещаетесь в своем Владивостоке? Как вы ездите? У нас вот прям все вот мельчешит, все ездит настолько быстро, и все передвигаются. Я тогда стесняюсь спросить мужчины, извините, конечно, за мою наглость, а чё же вам во Владивостоке-то не сиделось или где там, я не знаю, на Дальнем Востоке? Я же вам сказал, у меня встреча, я опаздываю, покупаю квартиру, встреча с риэлтором. А чё, Сделка очень решили серьезная. переехать? Ну, подумаю, занимаюсь. А где, если не секрет? Это так важно? Нет, просто интересно. На Крестовом. На Крестовском острове? Да. Богатенький Буратино. Я так понимаю, квартира не дешевая. Ну, да, есть такой момент. У вас тут все не дешево. А насколько не дешевая? Наверное, вы догадываетесь, сколько там могут стоить квартиры в этом районе. Ну, догадываюсь. Ну вот, я думаю, что особые комментарии не нужны на этот Ну, счет. там квартиры стоят от 80-70 миллионов рублей. Все верно. Правильно мыслите. Я тогда еще раз извиняюсь за свою там грубость, какую-то настойчивость. Мне просто, может быть, мне стоит тоже в хаб переехать куда-то там, я не знаю, на Дальний Восток, что там, Благовещенск, Владивосток, Хабаровск, да, вот эти все регионы, чтобы, ну, может, заработать себе на квартиру на Крестовском. А что у вас за... Откуда дровишки, как говорится? Не подскажете? Может быть, я тоже сгоношусь? Тут всего-то 11 тысяч километров. Я прям на этой тачке и поеду. Ну, это не хотите, не говорите, но просто интересно. Не, ну вообще, как бы, занимаюсь автобизнесом. Приехал параллельно встретиться с партнерами здесь у вас в Питере. Класс.
классные ребята. Приехала пара автовозов у нас с машинами, сопровождали сделку. Вообще, как бы я сам не езжу, но просто так получилось, совместилось. Приятное с полезным? Да, покупка недвижимости. А вы... Почему? А что за прикол откуда с Дальнего Востока сюда машины везти? У нас что, машин нет? Ну, сейчас же закрывается, вообще сейчас... Вы новыми машинами как дилер торгуете? Нет, мы возим как новые, так и пробежные с Японии. Вот, так я и не понял, я думаю, какой смысл везти сюда те же машины, которые у нас продаются. А можно поподробнее? Мне просто, реально, во-первых, интересно, во-вторых, может быть, и мне что-нибудь пригодится. Я вам сейчас, извините, секунду буквально, у меня друг... буквально недавно взял отпуск и гнал с Хабаровска тачку. Так что мчим, господа, дальше. Ничто нас не остановит. Доставим Ешку домой, чтобы работать на ней в такси, блядь. Он купил ее через посредника, да, тоже аукционная она. И он гнал ее сюда 12 дней. 12 дней получилось у него. 12 дней он ехал через всю страну. Посмотрел Байкал и все остальное. Теперь вы говорите, да, извините, перебил. Эта тема-то вообще сейчас многие, кто, скажем так, приезжает самостоятельно, забирает. Это машины под физиков, да, под конечных покупателей. То есть вы на аукционе на том же, да, я так понимаю, на аукционах из Японии, из Кореи, из Китая. Но много машин отправляется автовозами, много ребят, так сказать, перекупок, кто привозит сюда автомобили и закупает у нас. Так, Параллельный импорт, да, он с 1 апреля прикрывают, но не то, что прикрывают. Там создают условия, которые нельзя работать. Будет невыгодно возить. И тут как бы мы в большей своей степени работаем по чесноку, то есть мы возим машины напрямую в Россию, да, из Японии, из Кореи, либо из Китая. То есть занижение стоимости это не про нас, поэтому в принципе наших клиентов это никак не касается. И как возили, так и дальше в принципе будем возить. Другой момент, что сейчас Корея санкции ввела с 1 марта на автомобили объемом больше 2 литра. Нельзя. Я слышал, да. Будет их вывозить, но и санкции на самом деле решаемые. Почему? Потому что сейчас мы возим автомобили из Японии. Но япошки-то подешевле будут, да, наверное? На порядок. И комплектации у них богаче. Просто реально человек купил за миллион, у меня знакомый, он за миллион пригнал охрененный микроавтобус. Да. И он подрабатывает по выходным в такси в тарифе минивэн. И праворукая вот эта Honda проходит в этот тариф. Вы знаете, вот сейчас прям какой-то колоссальный всплеск ввиду того, так что... я бы сказали, 2 автовоза пригнали. Да. Прям... так это прям, как бы дофига считать. Я могу, опять же, перебью. Очень много появляется сейчас праворуких машин в Питере. Очень много. Прям, такого давно не было, с 90-х годов. Но это, опять же, видимо, из-за того, что параллелька сдохла. Все, друзья, что это значит? Это значит, что больше нельзя будет привезти автомобиль по такой сладкой цене, как мы это делали вот этот весь год, полтора. Привозили из Китая по параллельному импорту обалденные машины по адекватной стоимости. Пускай даже 7 миллионов рублей из икры, пускай 7 миллионов, 7,5-8 миллионов рублей. Лисянги мы привозили. Чего, блядь? И все-таки новые тачки, они, стоят денег, сам знаю, вот купил новую. Я знаю, что дорогие. Но можно не только японские, на самом деле, привозить. Можно привозить и Корею, тот же самый, и Китай. А где посмотреть можно у вас вообще? У нас есть наш сайт, у нас есть. Так, а скажите, мне как физику, если мне что-то заинтересует, вы сможете с доставкой помочь тачки-то сюда? Вообще без проблем. То есть мы... чтобы я, как мой друг, 12 дней Байкал не смотрел, не ехал, потому что я не люблю такие приключения вообще. Нет, отправка на самом деле, то есть если у тебя там 20-30 автомобилей, сразу контрактуются автовозы, отправляются. То есть в среднем автовоз до сюда стоит сейчас от 1 миллиона, туда входит от 8 до 12 автомобилей, в зависимости, насколько они там большие или маленькие автомобили. Либо отправляется под физика, то есть если это одна машина, то любая транспортная компания отправляет. Срок доставки в среднем от 2 недель. Я имею в виду с Владивостока, вся отправка идет с Владивостока. И дистанционно можно оплатить, соответственно, да, все вам? Конечно. Смотрите, тут какой момент очень важный сейчас. Сейчас многие люди
покупают автомобили на вторичном рынке. И мало кто знает, что автомобили, везенные после 1 августа, Так. человек может налипнуть на полный утильсбор. Ну, все Да, это как да, бы знают. да. Продавцы все равно эти автомобили продают и говорят, что вот там все будет хорошо, вам утильсбор не прилетит. Да. Но если автомобиль привезен не на юрлицо, то утильсбор с очень большой процентом вероятности прилетит. Да, Ну, есть да. еще схемы, когда машины возили на физлицо, но по-другому таможили. Так вы решаете этот вопрос? Да. То есть, смотрите, в данном случае можно привезти автомобиль как на физлицо, то есть конкретно под вас, и вы первый собственник, и вам не надо никаких утильсборов платить, то есть вам не будет никаких начислений. Так и на юрлицо, то есть можно привезти. Ну, на юрлицо, естественно, она будет чуть подороже за счет уплаты полного утильсбора. Но это ничего не меняет, потому что самый неприятный момент для людей сейчас, те, кто покупает машины здесь уже в наличии, это то, что человек может налипнуть на этот утильсбор. Да. Вот когда ты покупаешь, заказываешь машину из Японии, Кореи, Китая, обращаешься, и ты собственник, но ты, если взять там, вот сейчас у меня сделка будет, фактически покупаешь, допустим, новую квартиру, то есть от застройщика. Здесь то же самое, ты покупаешь квартиру, машину напрямую из Японии или Кореи, и ты первый собственником по документам. На самом деле, мне просто что интересно, что тачки, во-первых, проходят в такси, да, праворукие, и они быстрее отобьются по деньгам, потому что их стоимость проходная очень интересная. Вот в чем. А почему я интересуюсь? Потому что я, конечно, работаю на такой козырной машине, да, что уж тут греха таить. Но, возможно, невозможно, а скорее всего я рассмотрю вариант более дешевого. Внесли, да? Да. Ну, мы просто начинали с японских автомобилей, поэтому у нас была сначала изначально японская тематика, по-моему, называется. А сейчас уже возим и корейцев, и китайцев, поэтому, по сути дела, переименовать уже нет смысла, и оставили, так сказать. Ну, судя по всему, бизнес идет неплохо, раз такие сделки у вас проходят. Слушайте, бизнес идет хорошо, потому что пока у нас закрыта Европа, пока сейчас все только ужесточается со всех сторон, все дорожает, и мы на самом деле здесь людям только в помощь. То есть на самом деле честность сделки, мы даем минимальные сроки доставки и привоза автомобиля, гарантируется человек, вот, допустим, если вы покупаете автомобиль для себя, вот под такси вы берете, мы привозим под вашего физика, и сразу на физика машина таможится. Либо может таможиться на вашу фирму, если у вас своя. То есть у вас полное ведение. Да, то есть полное ведение от и до, то есть с момента заказа до момента прихода автомобиля в Россию и отправки его вам сюда, в Питер, полностью мы сопровождаем от и до. Сейчас уже чуть-чуть осталось, так что я надеюсь, что вы не совсем уже и опоздали. Да, спасибо. Да, блин, опять же, поймите правильно, здесь не только мы все это организовываем. Так, у вас безнал, правильно? Да. Все, тогда счастливо вам. Удачной вам сделки, чтобы все было хорошо. Все хорошо, вам тоже удачи. Если что, обращайтесь, мы для компании... Ну, давайте я напишу, что я таксист из Питера. Меня Евгений зовут, если что. Очень приятно, Сергей. Сергей. Я напишу, что я таксист из Питера, который опоздал чуть-чуть. Вот. И, может быть, тогда сможете мне какую-нибудь приятную с удовольствием, без проблем. цену сделать. Хорошо. Спасибо вам большое. Все. Счастливо. До свидания. Пока-пока. Не вру вам, реально, вот зуб даю, все так и было конкретно. У меня есть друг, давайте я передам ему привет, Олег, привет. Он взял отпуск, купил машину, вот такую же, вот у таких же людей, и гнал ее 12 дней. Ну, он любитель таких больших переездов. Я вообще такое, блин, вот напишите, кстати, в комментарии, кто бы погнал тачку своим ходом. Цены там реально кайфовые. Напишите, кто погнал бы своим ходом с
Дальнего Востока, с того же Хабаровска, в Питер, Москву, вот куда-нибудь сюда, в Калининград. Цены там реально кайфовые. То есть он продал Солярис, ну, условно говоря, за 1 000 000 рублей, там ему уже было там лет сколько-то, блин, этому Солярису, и за 1 000 000 рублей он купил в состоянии Хонду микроавтобус, не помню, как называется, у японцев там такие названия кривые. Она праворукая, да, но она, во-первых, большая, там в разы больше всяких опций, чем в галимом Солярисе, и она еще и проходит, так этот самый, в Яндексе в меню N. То есть он, ну, блин, да, она праворукая, да, это как бы типа, ну, считается такой, ну, типа непонятный, да, для нас визуально. Хотя я вам могу сказать, сколько раз я не был в странах праворуких, Кипр тот же самый, тоже тяжело смотреть, едет S-класс праворукий, и ты такой сразу в голове, блин, ну, в голове сразу такой, ну, дешевенький, типа. На самом деле ни хера, это все дело привычки. Ну и плюс, опять же, рассматривая вариант мне, я вот, блин, я все никак не могу с женой определиться. Я бы на самом деле жене с удовольствием бы купил, вот, понимаете, там за 1 000 000 рублей, реально, можно взять охуенную тачку, просто охуенную, с минимальным пробегом. Я просто это знаю, поэтому я и зацепился. Интересно, я бы приценился реально. Потому что сейчас ценники, ну, такие, ну, я купил эту тачку, понятно, это было такое, типа, избавление, закрытие Гельштата детского, да, хотел большую черную тачку, мощную. Вот я ее купил. Кстати, увидел тут в ТикТоке одного чувака, который за 2 месяца, не вынимая в такси, по-моему, в Москве, наверное, да, в Москве, заработал 507 тысяч рублей. Чистыми, за всеми вычетами. 500, мать его, 7 тысяч рублей. Чувак 2 месяца просто жил без выходных. Выглядел он, конечно, не супер, да, пупер. Это понятно. Чувак бы просто поизносился. 12-15 часов в день работал и за 2 месяца заработал 501 тысячу рублей. Прикиньте! Вот так можно работать вахтовым методом. 2 месяца, месяц на печке лежишь. Пишите, кто бы пригнал бы тачку на самом деле. С Владика или откуда-нибудь к нам сюда, в Питер или в Москву, как я уже сказал, или в Калининград. Мне просто интересно, есть такие любители, потому что я вообще не любитель такой езды. Хотя можно всю страну посмотреть. Всем пока, пошел работать. Таксопарк Такси Хайп лучший во всем. Очень крутая служба поддержки, моментальные выплаты и невероятные заработки. Нас уже больше 1000 в команде. Приходи, и будет тебе счастье. Come and set me free.